Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свой вышивальный влог. И, как всегда, здесь будет всего понемножку моя жизнь, моя вышивка, мои интересы. И я надеюсь, это будет очень интересно. Так что оставайтесь и приятного просмотра. И начинаю я свой влог, как вы уже, наверное, догадались, с готовой работы. Это у нас Рената Паролин. Называется этот дизайн Red Winter. Вот таким образом. И вот что у меня должно было получиться. И вот что у меня получилось. Получилось очень красиво, очень нарядно. И как все дизайны от Рената Паролин, они очень легкие. Ну, конечно, здесь частая смена ниточки. Но с одной стороны, это вам не дает заскучать. Ну, а с другой стороны, это не так напряжно. Вот, допустим, как у Джаснен. Тут буквально нету такого, что 1-2 крестика и закрепка. Здесь 10 крестиков и закрепка. Не намного больше, но все-таки. И сейчас покажу. Вначале я вышила вот эту полосочку, а потом как бы на второй заход я оставила это. Нет, у меня на второй заход была вот такая эта гирлянда посередине. Потом третий раз я взяла одну половинку, и четвертый раз я взяла вторую половинку. И вчера я доделываю этот бэкстич. И что вы думаете? Что вы думаете? Делаю бэкстич, потом раз смотрю, у меня здесь не хватает 2 ягодки, вот эти красненькие. Думаю, тю, здрасте. Ну ладно, иду дальше. У меня не хватает здесь 2 вот таких листочка. Ну ладно, ягодки по одному там крестику пропустить. Ну листочки, как я могла умудриться пропустить? Ну вот так и упустила. Ну, вчера отметила вот этим желтым, и сегодня вот перед тем, как снимать, я вышивала вот эти вот ягодки и эти вот листики. Не знаю, может сейчас в процессе съемки обнаружится еще что-то такое. Посмотрим. И как я вышивала, я вывела для себя очень удобную формулу, и это было вышивать очень легко и просто, и быстро. Я начала вот отсюда с центра, и я пошла вышивать. Я сначала вышила вот эту вот веточку полностью. И потом на эту веточку я как бы наращивала листики. И чем это было удобно? Вы берете, допустим, вот эта ниточка 520 номера. И вы вот эти все листики, где 520 номер, вышиваете. Потом вы берете ниточку 523 номер. И вы вышиваете все ниточками этого 523 зелененькие. И так далее. Вот здесь 814, все ягодки 814 вы вышили. И вы не потеряетесь, потому что вы как бы на этой веточке, это все рядышком, и не ошибетесь. И поэтому этот метод мне очень понравился. И достаточно быстро и легко это все пошло. Там на каком-то определенном моменте у меня закончилась ниточка, мне надо было ехать и покупать ниточку. Ну, все это вы знаете, если смотрели мои влоги, там я все рассказывала и показывала. У нас тут получилось вот здесь такой как бы карниз, на котором висит вот такое как бы сердечко. У меня еще есть схема Red Spring. И у меня вот здесь эта тканюшка, я вдвое ее сложила. На этой стороне у меня будет Red Spring. Как оформлять, я понятия не имею. И еще не придумала. Я сначала хотела сделать типа сумочки такой. С одной стороны вот Winter, и с другой стороны Spring. Ну, сейчас не знаю. Она светлая такая. Куда эту сумочку? Может, как хранить наборы, которые вышиваешь. Ну, одним словом, надо еще вышить и потом уже придумывать, что делать.
И вот приветик от моей Лулу. Она на меня сиганула. И я в схемочке вот этим зеленым маркером отмечала, ну вот закрашивала отшитое. И вот я поставила эти 2 пятнышка, они не отстирываются. Блин, ну ладно, будет память о моей малышке. Вот такая красота получилась. Получилась у меня эта схема размером 25,5 на 23 сантиметра, что говорит о том, что у меня был 32 каунт. Ну, вот здесь он пишет 25,3 на 22,3. У меня получается 26 на 23. И это не 30 до 30, уже 27,5 на 24, и не 32. Это что-то между ними. Но, тем не менее, вот такая красота получается. Выглядит она замечательно. На выставке я видела это в таких там они рамах тяжелых, красивых. Ну, вот типа этой. Ну, там была такая рама, как бы доска покрашенная белым, протертая. Здесь чуть-чуть иначе. Но тоже очень красиво. И вот веточки можно, ну, как новогодний декор, может быть. Не знаю я, одним словом, как это оформлять. Но отказаться от такой красоты было невозможно. Вот посмотрим это все поближе, рассмотрим. Вот такие веточки, ягодки. Очень здорово. Очень здорово, и тут у нас всего, вот они, все эти ниточки, здесь 9 разных цветов этих ниточек, ну, проще уже некуда, и даже не знаю, что прибавить, как бы краткость сестра таланта, вот человек мог создать с минимальным количеством цветов такую гениальную вещь. Что я хочу сказать. Прекрасно. Так что вы, если не пробовали Рената Паролин, попробуйте, вы не пожалеете. Это действительно очень приятная и легкая вышивка, и результат вас, естественно, порадует. Мне надо идти к стоматологу на чистку. Я когда иду на чистку, когда мне чистят эти зубы, я всегда вспоминаю, как-то, я не знаю, еще в детстве смотрела, там, то ли в мире животных, то ли о животных какую-то программу, где крокодилам эти птички чистят зубы. Я почему-то себя всегда чувствую этим крокодилом. Вот такие дела. Ну что же, до следующего включения посмотрим, что там у меня будет дальше. Смотрите, пришла к стоматологу, а здесь статуэтки от Джимшора. Один Дед Мороз и другой Дед Мороз. Узнаваемые, конечно. Какой классный подарки у него здесь. Здесь елочка. Проще, конечно. Здесь очень популярны рождественские вертепы. И вот я уже говорила несколько раз, я волонтарю в доме престарелых, и смотрите, какие они вертепы здесь выставили. И эти вертепы со всех уголков мира.
и какие они разнообразные. Вот, допустим, крючком вот это сама это дом престарелых сделал, вот это в спичечной коробочке сделано, вот написано Германия. Ну, в общем, в Италии шикарные, вот такой вертеп с такими королями шикарными. Очень интересно, очень много, и люди некоторые даже собирают коллекции вот из Африки, смотрите, какая классная. В общем, очень нравятся всем здесь эти рождественские вертепы, и организовывают на улице, повсюду они есть. Вот в Наполе, вот Израиль, это откуда? Германия. И разные техники, как я уже сказала, вот здесь вязание. Здесь посмотрите на эти овцы, как там такие маленькие можно. Вот это из камня сделано, это из дерева сделано. Вот из Перу это из глины. Вот Испания как стеклянная, такой как ширмочка сделана. Ну, в общем, на любой вкус и цвет. Смотрите, Литва, какие прикольные. Вот это мне очень нравится, Руанда, как они сделали, очень классно. Франция, Мария как-то упала куда-то туда, непонятно. А вот это в коробочке хранится, вот это все. Открываете коробочку, типа в японском стиле все складывается. Вот из Мексики в голубом цвете, как покрашено. Бангладеш, тряпочные. Ну и, как вы понимаете, я тоже не могу оставаться в стороне. Мне тоже нужен срочно рождественский вертеп. И в качестве рождественского вертепа, как я вам показывала уже в предыдущем видео, я хочу вышить сюжет от Dimensions «Свет любви». У меня, к сожалению, нет оригинала, поэтому вот вам картиночка. А я купила реплику на AliExpress, и она выглядит по-прежнему так же, как я вам показывала в прошлом видео. Так, не особо запаривались здесь насчет печатания. Я надеюсь, вышивка будет выглядеть лучше. Схема здесь вообще просто отпад. Вот так она выглядит. Эта схема. Поломай глаза, убей глаза напрочь навсегда. Называется. К счастью, я нашла сагу на этот дизайн. И, как вы видите, я уже начала. И здесь что у меня? Вот это рука уже одна. Рука чего? Рука кого? Сейчас мы посмотрим. Рука папы вот здесь у нас, вот она, вот это я начала, вот это вот, и вот это вот. Что я могу сказать, очень приятно, очень легко, ниточки очень хорошие. Я сомневаюсь, конечно, что это DMC, потому что они чуть-чуть потолще, но тем не менее они очень мягенькие, шелковистые и хорошо вышиваются, шьются. Эту равномерку я постирала, вы помните, она была пропитана таким каким-то средством, что оно было на ощупь как резиновое. Теперь она на ощупь как ткань, и я могу прекрасненько вышивать, и мне нравится. Вот вчера вечерок я посидела, здесь немного, тут что-то пару часиков я повышивала, и вот что у меня получилось. И я очень довольная и счастливая с этим делом. Вот. Буду вышивать. Забудьте те планы, что я там вам рассказывала. Что я строила. Вот в один момент все это меняется. Так что будет свет любви, у меня прям настроение на этот дизайн. Так что пока это настроение у меня не прошло, я буду пользоваться моментом и продолжать его вышивать. Ну и увидимся в следующем включении. Вы только посмотрите, что случилось этой ночью. Наше огромное дерево раскололось напополам и упала. Ну хорошо, хоть не на дом. Немножко поцарапала мою машинку. Дио мио. Ну, еще ж полдерева стоит, хоть бы это не свалилось на голову.
А вот эта стройка, которая постоянно шумит, смотрите, завалилась на соседний дом, капец. Они освободили дорогу, чтобы я могла с машиной выехать. Ну, что если заезжать, выезжать, есть дорога. Сказали, в понедельник приедут с вот этой машиной, которая, ну, и будут полностью обрезать это дерево, чтобы оно на голову нам не свалилось. А вот там, где стройка, видишь вот эти штуки, металлические конструкции, вот здесь они еще стоят, а вот на другой стороне они упали на вот тот розовый дом. Вот этот розовый дом, они все упали. А с этой стороны, впереди, которые были, они упали на нашу Муру. И полиция приходила, и они там этот сам протокол составляли, и Самуэлю звонили, чтобы, ну, на секурационы. Но я уже рада, хоть на голову нам не свалилось это дерево, капец, короче. Такой ураган ночью было. Мы всю ночь, спойте, в окно смотрели, стояли, боялись, короче. Но вчера вечером, когда еще не было этого сумасшедшего ветра, я спокойненько себе вышивала. И смотрите, что я навышивала. Я вышиваю «Свет любви» от Dimensions Design. И вот здесь 1000 крестиков, если в это можно поверить. Ну, вот здесь вот эта россыпь этих разных цветов. Здесь вот этот желтенький у меня, вот этот коричневый и светло-коричневый. Вот этот желтенький коричневый в 2 ниточки, а вот этот светло-коричневый в 1 ниточку. Вот этим я вышиваю как раз сейчас. Ну, это голова младенца, это рука, а это солома. И вот эта вот каша-малаша будет, ну, на чем лежит младенец. Здесь я, естественно, ошиблась, но я так подумала, блин, ну солома и солома, какая разница. Но все равно распустила и перешила. Я вот здесь немножко сбилась, как обычно все это бывает, на 1 крестик сместился. Вот сага, она, конечно, облегчает труд, но вот я взяла эту коричневую нитку и пошла, вышивала, и когда они вот друг за друга цеплялись, как бы, или хотя бы близко были, это было еще нормально. Как только здесь расстояние на 2 клеточки пошло, я вот здесь и ошиблась, и вот здесь я, вот это темно-коричневый, этот, видите, хвостик остался. Мне его пришлось весь распустить, потому как, ну, сместила я, на 1 крестик. Вот такие были продвижения. Ну, на этой неделе 1000 крестиков. На этом дизайне, я так думаю, достаточно. Хочу взять что-нибудь, наверное, игрушечку возьму какую-нибудь, повышиваю, посмотрим, что там с садом, что там с этим деревом делать. Ой, ну, короче, рождественский подарочек у нас вот такой получился. Буду держать вас в курсе. А вчера у нас целый день шел дождь, и вообще была такая мрачная погода, и я решила поехать в Фокстаун, это наш аутлет, который совсем рядом здесь, и купить какие-то подарки. Вот так там красиво сейчас, нарядно украсили. Пришла за подарками дочке. Смотрите, как нарядно здесь. Мороженка. Подсела я конкретно на этот Валерий Бог. И я себе тоже купила подарок. Вот такой у меня щелкунчик на белом коне с подарками, с елочкой. Это Валерий Бог. Я прям подсела, как вы поняли, на эту марку. Мне очень нравится. Ну, классная. Классная игрушечка. Вот так. Решила каждый год пополнять свою коллекцию какой-нибудь хорошей, дорогой игрушкой. Потому что все эти шары, барахло, то
оно ни к чему совершенно. Ну что же, вчера вечером я взяла повышивать крышку на оформление моей крышки, и я вот вышила вот эти вот элементы. Что-то мне они кажется какие-то бледные сильно получаются, и не знаю, начала я вышивать и на второй стороне, а сейчас я сомневаюсь как-то. Ну, с другой стороны, чтобы не перегружать сам дизайн, это слишком много всего ярких таких деталей. Это будет вроде как нормально. Может сейчас попробовать в крышечку его, посмотреть, как оно там будет выглядеть. Сейчас принесу. Так, ну так, я просто притулила его. Что-то оно по размеру получается больше, чем надо. Мерила, мерила, мерила. Тоже еще тут мерильщик. Ну, как вы считаете, нормально будет? Еще снизу чего-нибудь навышиваю. Эти уголочки заполню. Ну, короче, наверное, все-таки доделаю вот этот, здесь с этой стороны одинаковое, что есть. Здесь небольшую узенькую какую-нибудь полосочку вставлю из шовчиков, и здесь совсем маленькую полосочку. И чем-то вот эти углы надо заполнить. Я пока вместе еще не придумала эти углы, чем заполнить. Может, вот такие белые какие-нибудь сделать, типа кружавчики, чтобы они вместе как-то перекликались с этими. Короче говоря, посмотрю. Ну вот, друзья, на этой неделе, пожалуй, и все. Все, что у меня произошло. Собачка моя – это какой-то ураган просто. Я не знаю. Кто знает, как отучить эту собачку кусаться. Она, зараза, кусается. Она, ну, что она грызет, понятно, что она все грызет. Я ей игрушек накупила, чтобы она их грызла. Но она кусается, меня как-то побаивается, а мужа вообще не боится. Она его покусала, все руки уже покусанные, лейкопластырем позаклеивали. Ну, это цирк какой-то. С одной стороны цирк, а с другой стороны, ну, блин, хватит уже кусаться. Так что возьмите самого спокойного щеночка, и дома он превратится в какой-то чертенка. Вот такие дела. Ты посмотри, какая красавица. Наш первый визит к ветеринару. Кто больше испуган, непонятно. Вот так мы кушаем. Вот это мы водичку вот так вот пьем. Лулу. Загородила на лестницу, чтобы она не могла пролезть. Смотрите, что она творит. Короче, мои загородки. Проблема в том, что вот сюда она залазит, а обратно она слезть не может. Ну и вот проблема. Туда мы залезли, обратно. Ага. Лулу. Ой. Браво! Браво! Хранить вот таким образом, видите, подушка с иголками торчит. Здесь все в кучку сложено, аккуратненько, можно сказать, на моей этажерочке. То теперь я вот складываю все в папочке с появлением собачки. Нижнюю полочку уже сложила, перехожу к этой полочке. Ну и
все, пожалуй, все. На этом я закончу это видео. Спасибо, что посмотрели. Напишите комментарии, понравился вам дизайн от Рената Паролина, нравится ли вам цвет любви от Dimensions. Напишите, что вы сейчас вышиваете что-то рождественское, новогоднее, или вы не зависите от сезонов, вышиваете то, что вышивается. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока, до следующего видео. И с наступающим Рождеством!